Здравствуйте! С вами снова я, Сергей Гут, и канал Викинг Life. Давно у меня не было роликов про ремонт в моем доме. Напомню, год назад, а точнее в январе месяце 2020 года, мы с супругой приобрели этот кубанский дом в Краснодарском крае, в Крымском районе, село Молдаванское. И данный дом я решил привести в порядок. Мы уже поменяли крышу, теперь у нас из металлочерепицы крыша сделана. Ну и плавно перешли к тому, что нужно сделать ремонт в самом доме. Планы у меня такие: полностью поменять деревянные полы, потому что они уже, скажем, изъедены короедом, несовременные, имеют равный уровень по поверхности дома. И в двух комнатах, уже в гостиной и в спальне, я уже сделал черновую бетонную стяжку. О том, как делался ремонт в этих комнатах, уже сняты ролики, вы можете отдельно посмотреть. А сейчас я нахожусь в будущей нашей кухне, где стоит еще старая дровяная печка. Дымоход, к сожалению, уже наверху закрыт, там стоит крыша новая. И здесь мы планируем в конце концов все-таки попробовать установить камин вот в этом месте. Потому что вчерашний день показал, что в нашем селе тоже бывают катаклизмы. Был довольно сильный ветер, и вчера мы остались без света. Света во всем селе не было. И включили его, скорее всего, только сегодня утром. А сегодня у нас понедельник. А весь вечер воскресенья наше помещение, наше село было без света. И я подумал, если у меня будет стоять современный двухконтурный котел, а я хочу установить двухконтурный котел вот здесь, и отопление, которое сейчас находится в моем доме, это АГВ, старая колонка. Вот такие вот трубы идут по периметру всего дома. Я хочу заменить эти трубы на современные радиаторы металлические. Двухконтурный котел хочу, чтобы он стоял вот здесь, в этой кухне. Поэтому, если у нас будет свой камин или буржуйка, в простонародье, это, наверное, как-то может нам помочь. А вдруг вот зимой, когда морозы будут и отключится электричество, то двухконтурный котел уже работать не сможет. Ну ладно, это так, об электричестве и о чудесах сельской жизни. В этой кухне я планирую сделать следующее: поставить рабочую поверхность так вот буквой Г, холодильник поставить, газовую плиту. Канализация в дом уже заведена, я хочу здесь поставить мойку. Кстати, вода не проведена в этот дом, холодную воду я буду еще сюда заводить. Вот. А в этой части, этот дверной проем я хочу расширить. И из этой кухни будет выход у меня в гостиную. Здесь будет такой широкий проем сделан. Так что эту стенку я буду сносить. Ну и в этом помещении тоже будет поставлен на пол или плитка, или керамогранит. Я посмотрю, что мне больше понравится. Ну а сейчас моя задача это убрать вот эти вот глыбы. Это из этого помещения остался фундамент. Может быть, я его спрячу куда-нибудь там под песок. Вот. Ну и снять деревянное половое покрытие. То есть вот такая у меня задача. А потом я уже песочек выровню, найду нулевую точку, утрамбуем этот песочек и сделаем уже черновую стяжку. Ну что, поехали!
Да, Урсик, сейчас я начну работать уже здесь. Ну что, я подготовил помещение к работе. Мусор убран. Самый главный контролер уже проверил. Опять пришел посмотреть. Ну что, будем сейчас доски отдирать. Ну, Орсик, ты хороший мальчик. Папа. Да. Собака. Ну вот наступил уже вечер, 7:30, темно, надо идти ужинать. И за сегодняшний день я снял доски, содрал линолеум, ДВП здесь было в самом начале, и меня ждал такой не очень приятный сюрприз. Здесь лежит бетон. Вот как в той комнате было, но там меньшая часть, а здесь на балках сделали бетонную площадку. И, честно говоря, немножко это меня расстраивает, потому что его нужно убирать. Для того, чтобы сделать ровно, прочно, крепко и надежно, нужно вот эту поверхность всю содрать, и будут такие же самые бетонные куски, что вот вы видели, я вытаскивал в ту комнату, то же самое здесь. Притом чувствуется, что под этим бетоном земля провалилась. И этот бетон, он просто лежит на этих балках. Потому что со временем дом дал, видимо, усадку или еще что-то. Но во всяком случае грунт ушел. Это один момент. Второй момент. Значит, балки я стал убирать. И вот печка, которая у меня стоит здесь пока еще. Я надеялся, что она будет на кирпичах. Но чудо не свершилось. И данная печка, она просто лежала на досках, а доски на балках. И поэтому на этой печке и были вот эти вот трещины пошли, потому что доски стали гнить, и печка просто-напросто начала трескаться. Поэтому здесь придется просто-напросто все разбирать. Но это, как говорится, тот, кто будет покупать кубанский дом, они должны представлять, что, по всей видимости, у всех проект был один, технология стройки была одна, печки стоят на досках. Печки такие нужно нафиг убирать. Это ненадежно, это неправильно, это вообще нонсенс. Нужно делать бетонную поверхность, на кирпичи ставить, чтобы печка стояла жестко, в данном случае на досках. Вот, никаких змеек я здесь не нашел в этот раз, хотя четко знаю, что змейка с той комнаты переползала в эту. И тот, кто смотрел все мои ролики, видел этот сюжет, когда мы змейку за хвост держали. В том углу я уже ломиком постучал, видимо, какие-то норы были. Земля просто под ломиком проваливается. Вот, ну что, уже поздно. Доски я в окно повыкидывал. В этой комнате доски, видимо, меняли, или здесь суши было, но они гораздо лучше по качеству, скажем так, попрочнее, нежели были вот в других комнатах. И я знаю, куда эти доски уже пущу. Эти доски я не буду все сжигать. У меня есть идея сделать временный птичник, но об этом будет отдельное видео. Вот. Так что на сегодня уже все. Завтра будет новый день. Завтра у нас стройка, ремонт будет продолжаться. Ну, это уже утро следующего дня. Вчера уже вечером я не успел закончить до конца снос старых полов, дошел до печки. Меня, конечно, печка очень удивила. Я никогда не думал, что в деревнях
печку будут ставить в доме непосредственно на деревянный пол, что никакого фундамента из кирпича, из бетона под печкой не будет. Ну, как-то в голове мне не укладывается. Вот. И сейчас я могу вам показать, как выглядит в кубанском доме печка. Давайте посмотрим вместе. Ну, начнем с того, что давайте обратите внимание на том, какой фундамент у этой печки. Кстати, печка, она имела две комфортки, духовку, да, вот, ну и дымоход. Там у меня сейчас ледовская лампочка. Ну и как мне объясняли, что здесь был дымоход, проходила вдоль стенки, да, обогревала стенку. Ну вот печка она такая. Ну вот смотрите, вот вы видите, да, одна балка, вторая балка, доски, кирпичи были поставлены непосредственно на доску. Вот. Вот я вам вытаскиваю кирпич. Это один. Вот это уголок был, он был просто приклеен, прилеплен, что ли, непосредственно вот к этой глине. Ну и вот такая вот, видите, печка, она вся разваливается теперь. Тут было проволочками подмазано, непонятный металл. Честно говоря, в такой печке я бы, наверное, побоялся что-либо делать. Опасно. Вот смотрите, она разваливается. Вся печка разваливается. Представляете, что было бы, если бы сейчас в ней печь что-нибудь. Красота. Да, краской была покрашена рама. Ну ладно, это в хозяйстве уголок пригодится. Чугун. Металл. Да. Но вот это ценная вещь. Это тяжелая чугунка. Это мы оставим. Ну и дальше здесь страшная вещь. То, что держало чугунку. По идее, этот кирпич должен быть огнеупорный, шамотный так называемый. Ну ладно, это я вам вблизи показал. Сейчас я эту печку буду разбирать.
стояла русская печка. Я сегодня за весь день смог ее разобрать. Первое впечатление, конечно, кирпич ужасный. Он просто руками весь разгребается, вся печка еле-еле держалась. И, скажем так, не дай бог, если бы я ее запалил, стал ее использовать, то был бы, конечно, какой-нибудь неприятный сюрприз. Это раз. Второе, ну, сажи очень много. Скорее всего, ее вообще не чистили. Печка пятикамерная. Вот отсюда поступал, скажем, жар. И потом по камерам. Здесь заглушка, здесь открыто. Это вниз, опять наверх. Здесь поворот вниз. И здесь наверх. Здесь стоял шибер, закрывалось. И дальше по этой камере все уходило наверх. То есть вот такая пятикамерная печка стояла. Из чего был сделан, скажем, вот этот камин или печка? Очень много кирпича попадалось, которые, по всей видимости, уже использовались. То есть он находился на том уровне, где вроде бы как дым, огонь не доставал, но были видны следы закопчения. Вот очень много колотого кирпича, половинки всякие. Или вот сейчас я его вытаскивал, он просто рассыпался на руках, скажем так, на глазах. Ничего, конечно, в этом хорошего не было, и правильно, что я ее разобрал. Теперь надо подумать, как мне вот эту стенку, которая вся там в саже, закрыть, заделать, выровнять, чтобы здесь ни запах не шел, ну и прочность была. Вот это основание дымоходов, глиняная такая подушка саманная, глина с соломой, выложены горизонтально кирпичи были. Ну что, дело сделано, печка разобрана. В этом месте уже вот здесь непосредственно была песочная подушка, и кирпичи лежали на этой песочной подушке. И дальше уже фундамент, бутовый фундамент был. Ну, дело сделано. Никаких домовят или домовенков я не встретил. Змеек тоже я здесь уже под печкой не встретил. Так что, ну все, на сегодня, наверное, уже хватит. Я все глаза в саже, в пыли, надо идти мыться. Ну и время уже 7 час. Все, ребята, это с вами был Сергей Гуд, канал Viking Life. И сегодня у нас было разрушение русской печки. Продолжим завтра.